Так, как раз прохожу мимо заправки. Сейчас покажу вам цены на топливо, какие у нас сегодня действуют. И посмотрите, евродизель 60-90 и 95-й 60-90. Все в одну цену. Ну, а чем бензин получше, тем цена его подороже. Сегодня 4 февраля 2026 года, и всем привет из Одессы. Пришла на каток, думаю, покажу вам, как катаются на нем одесситы. Но поскольку в последнее время Одесса сама превратилась в каток, то здесь нету ни одного человека, а они есть. Увидела, как сегодня катаются девчонки. Не все у них получается, и вспомнила себя на коньках. Один раз только на них становилась, и точно такая история у меня была. Я полежала на льду и решила, что это точно не мое. С тех пор не катаюсь. Хотя в Одессе это достаточно популярное развлечение. Здесь есть еще такая горка, на которой можно съехать, и это мне вот больше нравится. Нужно будет как-то попробовать. Всем привет из Одессы! У нас сегодня очень пытается выйти солнце, немного нас порадовать, поддержать после тяжелой ночи, о которой я расскажу немного позже. Но у него плохо это получается. Очень облачно, мрачно, но зато потеплело. По сравнению с предыдущими днями, хоть можно ходить по улицам и не мерзнуть. Действительно стало теплее. Снег у нас практически везде растаял, зимняя сказка понемногу заканчивается. И вы знаете, почему-то думаю, что, может, еще разочек какой-то маленький снежок будет, но думаю, в этом году зима нас уже не порадует. Все время оборачиваясь на то, не едет ли трамвай, но не едет. Электротранспорт в Одессе не ходит уже который месяц. Скоро уже забудем, что такое вообще одесские трамвайщики. Как я уже сказала, в Одессе сегодня была тяжелая ночь. Сначала на город прилетел один дрон, и сразу появилась информация о том, что прилет был в жилой дом. Фотографии, конечно, снова пугают и снова очень расстраивают. Потом появилась информация, что в море собираются дроны, и на город их летит около 20 штук. Была мощнейшая атака на Одессу. Просто было слышно взрыв за взрывом. И знаете, когда обстрелы редко, люди расслабляются, перестают спускаться в укрытие. Но когда они начинают все чаще и чаще повторяться, в последнее время тенденция к тому, что прилеты в жилые дома усиливается. Вот только тревога, все соседи вместе дружно с семьями начинают бежать в укрытие. Так вчера и было. Утром пришла, что пострадало около 20 жилых домов в Одессе. Вот так. Проблемы у нас не заканчиваются. И война просто ходит тенью за нами каждый день. Мы живем в таком постоянном стрессе. Отключение света, морозы, обстрелы, война, подорожание. Я не знаю, где мы уже черпаем этот стимул к жизни и энтузиазм что-то делать. Но люди молодцы, все стараются не унывать и продолжать жить дальше. Еще местами гололед, нужно быть осторожными, потому что можно подскользнуться и упасть. Идем с вами в место, которое посещают одесситы, чтобы хоть немного поднять себе настроение. С каждым разом таких мест у нас становится все меньше, в том плане, что уже настолько сложно держать свое настроение в порядке, радоваться жизни, что все время нужно искать новые места, где можно, знаете, отвести душу. Сейчас забежала как раз в один из самых торговых центров в Одессе. Одесситы часто сюда приезжают. Будем надеяться, не будет воздушной тревоги, потому что если звучит сигнал воздушной тревоги, то торговые центры в Одессе не работают. Пройдем с вами немножко через кинотеатр. 100 лет не была в кино, хочу вам сказать. Последний раз посещала кинотеатр еще перед войной. Ну, а во время войны как-то не рискую. Хотя ребята ходят, всем нравится. Фильмы сейчас тоже не все знаю, которые в кино. Надо будет почитать. В кинотеатре сейчас пусто. Но сегодня будний день. Сейчас время, когда многие на работе, многие на учебе, поэтому здесь кажется, что пусто. Но знаю от знакомых, что многие
все-таки посещают. Слушайте, а что, увидела «Гладиатор 2». «Гладиатор» — один из моих самых любимых фильмов. И я так понимаю, что скоро его можно будет посмотреть. Классно. Часто вам стараюсь показать, какую контрастную жизнь сейчас живут одесситы. Вроде бы днем все хорошо, спокойно, везде красиво, люди гуляют, но ночью в городе возможен сущий ад. Всегда боюсь немного эскалаторов, потому что есть страшные ролики и страшные истории о том, как люди могут в них застрять и могут провалиться и лишиться конечностей. Поэтому насмотришься вот в интернете всякой фигни, а потом самому становится вообще страшно жить. Это один из моих любимых супермаркетов в Одессе. Это Сельпо, и его когда-то он выглядел гораздо проще, а потом здесь была реконструкция, магазин обновили. Уже здесь такое чудо можно увидеть. Далеко не в каждом супермаркете такое и есть. Его украсили жителями нашего водного мира. И смотрите, из голубики, ну понятно, искусственно сделали вот такого красивенного кита. Один из лучших супермаркетов в Одессе, это еще потому, что здесь можно реально найти все. Посмотрите, даже ананасы в почищенном виде. Кстати, это очень удобно. Интересно, какая цена? Вот половинка ананаса 129 гривен. Это, наверное, вот такая вот коробочка. Ну, кстати, мне кажется, такое даже выгоднее покупать, потому что целый ананас, там очень много отходов. Кокос даже нарезанный по... Ага. Вот такой нарезанный кокос. И не надо мучиться. Кстати, раньше такого не было. Сейчас вот появилось. Дыня, арбуз. Не вижу, к сожалению, цены. Ну, это здесь витрина с экзотикой. Конечно, немногие могут позволить себе этим питаться. Но как деликатес иногда люди покупают. Поставили здесь и такой классный аппарат. Можно сделать себе сразу и фреш. Сейчас скидка минус 25. И цена на апельсинов фреш 500 мл 179 гривен. И сам ты его себе можешь приготовить. Кстати, очень удобно. Красивые апельсинки сегодня в Сельпо. Цена сейчас со скидкой 70 гривен, можно сказать. Смотрите на потолок, какие черепахи здесь красивые. Ежи морские. Ну, вообще прелесть. Раньше такого изобилия в супермаркетах в Одессе не было. Были только в единичных каких-то местах. Сейчас, конечно, мы развиваемся, растем. И несмотря на войну, к счастью, у нас есть все. Здесь на месте можно сделать себе пиццу под заказ, какая нравится. Смотрите, как удобно. И вот разные цены. Самая дорогая с креветками 259 гривен. И вот ее можно в готовом виде уже купить. Дома остается только поджарить. Вот 159, 199, 179. Самая дешевая пепперони 149. Здравствуйте. Видела, что самое страшное попадать в торговый центр во время воздушной тревоги. Но и сейчас воздушная тревога. Нет нам покоя ни днем, ни ночью. Всегда, когда раздается сигнал воздушной тревоги, это действительно страшно, потому что никогда не знаешь, что может произойти. Вот. И поэтому получается так, что мы живем в постоянном стрессе. Видите, этот звук ненавидит уже каждый украинец. Сейчас прохожу возле одного из самых известных когда-то заведений в Одессе. Кто из Одессы, кто у нас был, точно знает Золотое Руно. 100 здесь лет не было. Оно очень преобразилось. Но видите, еще работает, еще открыто. Раньше здесь многие делали корпоративы, встречали Новый год, приезжали просто в ресторан. Он у нас уже и зазывает Золотое Руно. Люблю общительных и жизнерадостных людей. Всегда улыбнутся, всегда помашут. Это классно. Будьте
Будьте более любезны к другим и более позитивны. Вон как тот мужчина. Как вы слышите по работе генератора, обстановка с электроэнергией в Одессе по сей день остается очень сложной. Благодарим вас за все теплые слова, что вы нам пишете. Спасибо вам большое за ваши комментарии. Сейчас не успеваем на них ответить, потому что из-за отключения света очень плохой мобильный интернет. Ну, а когда, как вы понимаете, включают свет дома, от Wi-Fi не успеваешь ответить на комментарии, потому что нужно переделать очень много домашней работы, потому что свет быстро отключают. Поэтому всех благодарим, мы все читаем и постараемся в ближайшее время ответить. Нам все летом говорили, что если у вас есть возможность, едьте где-то перезимовать из Украины. Если есть у вас возможность, подготавливайтесь, потому что зима в этом году будет сложной. Ну, вы знаете, как думали. Прошлую зиму пережили, было тепло, было нормально, и в это все будет хорошо. Но не тут-то было. Люди, конечно, держатся, люди молодцы, но все равно хочу вам сказать, что каждому из нас сейчас очень тяжело.